Добрый день. Поступил вопрос, в котором автор просит рассказать о тестах на выявление шизофрении. Ну и приводится пример теста с маской Чарли Чаплина, приводится тест с представлением качели, которые качают то в одну, то в другую сторону, ну и другие тоже варианты. Я не буду перечислять все эти тесты и не буду даже говорить о них по отдельности. Почему? Когда мы говорим про шизофрению, мы говорим о крайне сложном и полиморфном психическом заболевании. Ну или, как сейчас говорят, психическом расстройстве. Про шизофрению смотрим ссылку на экране. В структуру шизофрении как заболевания входит патология самых разнообразных сфер психики. Это патологии и эмоциональной сферы, и волевой, и интеллектуальной. Ну вот разве только что монастическая сфера не затрагивается. Никаким тестом, абсолютно никаким тестом диагноз шизофрения не ставится. Категорически, ни в коем случае, никакой тест, как бы вы его прошли или не прошли, не может говорить ни о наличии шизофрении, ни о ее отсутствии. Таких тестов не существует. Более того, когда вам кто-то говорит, там, называя себя специалистом, психологом или еще кем-то, вот пройди этот тест, и будет понятно, что у тебя есть или нет шизофрении. Вы можете быть абсолютно уверенными, что это дико и вопиюще безграмотный человек. Ни один квалифицированный психолог никогда не возьмет на себя ответственность в постановке такого диагноза. Ну, я уж вообще не говорю о том, что психологи диагнозы не ставят. Но даже предположение о наличии такого диагноза на основании одного теста. Тестовые задания в психологии используются исключительно батареями. То есть по одному тесту говорить о наличии какого-либо заболевания, даже предположение о каком-либо заболевании категорически недопустимо. Уж тем более, когда это относится к тестам, которые в общем и целом имеют весьма двоякое трактование, вот как та самая маска Чарли Чаплина, допустим. Поэтому, если мы говорим о шизофрении, это диагноз, который может поставить только врач-психиатр, только после очного консультирования, только если он абсолютно уверен в этом диагнозе. И, как правило, для этого нужна не одна консультация. Ну, кроме совершенно ясных случаев в клинике, которые иногда встречаются, но тем не менее. Никакие тесты, никакие тестовые методики, никакие исследования, даже исследования, там, пожалуйста, функциональные МРТ или еще что-то там, эмиссионно-позитронные исследования и так далее, и так далее, и так далее. Никакие цефалограммы, никакие анализы обмена веществ в отдельных участках долях головного мозга, никакие дополнительные методы исследования, никакие тесты не позволяют не подтвердить стопроцентно, не опровергнуть стопроцентно диагноз шизофрении. Это диагноз, который выставляется только врачом-психиатром, только при очном консультировании и, как правило, не на первой консультации. Если же мы говорим о тестах, то это сугубо вот в таком плане, что вот пройди один тест и будет понятно, кто ты. Это сугубо развлекательная технология. Например, был недавно один очень такой забавный тест. Скажите, что вы больше любите: огурец или дыню, помидор или огурец или помидор, дыню или арбуз. И вот на сочетании вот этих вот 4 предметов, ну точнее 2 любимых, там дается описание личности человека. Ну и какие-то моменты совпадают, хотя это, естественно, не психодиагностика, не психофизиологическое исследование. Это просто подбор определенных характеристик психики, которые характерны практически для всех. Просто достаточно хорошо составлены. Но когда мы говорим о том, что какой-то один тест позволяет, не мы говорим, слава богу, а совершенно безграмотные люди говорят, что какой-то один тест позволяет определить наличие шизофрении, то это полная и абсолютная галиматья. И в том, что это говорит либо полный профан, ничего не понимающий ни в психологии, ни в психиатрии, ни в психодиагностике, вы можете быть в этом абсолютно уверены. И, соответственно, как бы вы прошли или не прошли этот тест, беспокоиться уж, по крайней мере, по поводу шизофрении вам точно не стоит. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.